Евгений Григорьевич, вы не раз подчеркивали принципиальный характер дела ЮКОСа и его важность для российской власти, называя его процессом переломным для всего режима. Однако что делать, если власть игнорирует обращения и рекомендации, позволяющие кардинально изменить ситуацию? Что вы можете здесь посоветовать? Посоветовать могу, но заведомо можно предсказать, что моих советов никто не послушает, поскольку как бы это вопрос скорее престижа, это вопрос, так сказать, чести мундира, и здесь обычно в таких случаях власти не уступают, к сожалению. В конце концов, я могу до бесконечности повторять эти вещи, которые мне уже кажутся банальностью. Вот я говорю независимый суд, что любопытно, и Медведев тоже говорит независимый суд. Я говорю, так сказать, закон, пожалуйста, так сказать, те же самые слова. И, значит, я говорю о конкуренции, о равенстве условий конкуренции и так далее. Не только я, но все эксперты говорят, в конце концов, специалисты. Значит, послушайте и задумайтесь, что нужно сделать власти для того, чтобы создать такую обстановку, при которой бы у бизнеса возникло доверие по отношению к власти. Вот что нужно сделать? С моей точки зрения, один из первых шагов — освободить Ходорковского. Аналитики, которые и советники президента Медведева, ну и премьера Путина, они же тоже, наверное, понимают ситуацию. Все-таки, наверное, есть там часть грамотных людей. Я так думаю, что там нет неграмотных. Все грамотные, все умные. Вопрос заключается в том, что они очень хорошо осведомлены о том, на какие темы надо что-то советовать руководству, а на какие темы не надо. Если бы я был на месте Владимира Владимировича или Дмитрия Анатольевича, то я бы уже давно, так сказать, понял бы и как бы оценил то обстоятельство, что для развития страны, для их собственного престижа очень важен некий переход от такого рода, я бы сказал, силовых действий к деятельности, которые доказывают независимость суда. То вы должны понять, что для этого нет ничего важнее, как реальная свобода для бизнеса и уверенность в том, что существуют общие правила игры, то есть равные условия конкуренции и закон, который работает сам по себе, судьи не оглядываются на то, какие указания будут им давать. Вот в этом все дело. Я не думаю, что власть не понимает важности налаживания отношений с бизнесом, но налаживают совершенно с определенными компаниями и людьми, которые близки к власти. Ну, это можно понять. Когда я говорю равенство условий конкуренции, я имею в виду именно это обстоятельство, потому что Дерипаска или Чемизов или еще какие-то друзья примеры, так сказать, получая преимущество, так сказать, они не в состоянии ими воспользоваться. То есть вот эти, как бы, поддержка их, она не приносит дивидендов, потому что как раз вот равенства условий конкуренции нет. Вот надо думать, какого класса меры можно принимать. У меня лично убеждение такое, что это уже такие меры, которые нынешнее руководство принять не сможет. По понятным причинам, потому что это будет затрагивать уже по меньшей мере вот вопросы чести мундира. Вот, собственно, в этом проблема. Они все прекрасно понимают. Ну, значит, обстановка напоминает то, что когда-то было, рассказывали, что такое демократический централизм. Был такой анекдот при социализме. Вот это говорили, что такое демократический социализм. Когда все в отдельности умные, а потом, когда вместе собираются, дуреют. С моей точки зрения, те вопросы, которые мы ставим, и которые важны для нормального развития общества, в том числе
для нормальных решений по судебным процессам, вот, в том числе Ходорковского и Лебедева, значит, нужна на самом деле нужна демократизация, так будем говорить. Вопрос заключается в том, что главным агентом этого процесса все равно должна быть элита. Вопрос заключается в том, готова ли элита к подобного рода движениям, изменениям и так далее. Вот мы проводили такие исследования. В большинстве своем, примерно 2/3, согласно последнему исследованию, они придерживаются того, что будущее России в развитии либеральной демократии и рыночной экономики.